Почти в каждом городе можно найти самое уникальное место, на которое вешают бирку «самый-самый» в стране или мире. Так и в городе Алеппе имеется такая достопримечательность. Озеро Вимбанат – самое длинное пресноводное озеро Индии. Длина 96 километров, ширина 16 километров. Общая площадь великана превышает 2000 квадратных километров. В наиболее глубоком месте глубина достигает 12 метров. И само собой, это самое большое озеро в штате Керала. Озеро разделено на две части дамбой, возведенной для предотвращения затопления населенных пунктов, расположенных на юго-западной оконечности водоема. Между городами Алеппе и Кочи по озеру Вимбанат организовано водное сообщение. В акватории озера проводится традиционная регата Trophy Boat Race. Эти гонки проходят уже более 60 лет. В соревновании принимают участие лодки длиной от 36 до 43 метров. На борту таких исполинов размещается команда более чем из 100 человек. Помимо гребцов, на борту находятся музыканты, которые своими песнями поддерживают боевой дух в команде. Столицей керальских вод, Backwaters, считается город Алеппе, или, как его называют местные, Алапуджа. Это 6-й по численности город штата Керал. Город располагается на живописнейших каналах. Алеппе получил свои каналы в несколько этапов. Бурно текущие воды тающих ледников сформировали необычную местность, а во время колониальных походов англичане довершили формирование индийской Венеции. Ими были организованы системы каналов, искусственных насыпей, используемых для торговых целей. По ним отправлялись в порт Кочи местные товары для последующей транспортировки в Англию. Для перевозки были разработаны большие плоскодонные суда, которые впоследствии стали называться хаусботы. Прибрежная часть города весьма протяженная, около 5 километров. Пляж в Индии – это отдельная история. И в представлении местных аборигенов пляж несет совершенно иную смысловую нагрузку, чем у жителей севера. Прекрасный песчаный берег используется как место для променада. Индусы любят прогуливаться в красивой одежде вдоль моря. Пляж используется также для рыбных промыслов, причем весь мусор, вытащенный сетями на берег, остается тут же, возле лодок, в ожидании спасительного шторма. И самое неприятное, о чем стоит упомянуть, в сленге туристов кочует выражение «утренние серуны». Прогулка по пляжу будет омрачена малоприятным сюрпризом. Моя попытка насладиться прекрасным теплым морем превратилась в зрелище для жителей Алеппи, которые собрались посмотреть на столь редкое мероприятие. Почувствовал себя человеком, который полез плавать в фонтан в центре города. В прибрежной зоне Алеппе были замечены летающие рыбки. Залезая в воду, я побеспокоил косяк этих чудесных морских обитателей. Бедняги стали выпрыгивать из воды и прямиком на берег. Первое, о чем я успел подумать, пираньи водятся только в пресной воде. Вот так вот мы одним купанием насмешили жителей Алеппе и накормили местных пляжных собак. Но все же туристы приезжают в этот прибрежный городок не за пляжным отдыхом, а полюбоваться сетью каналов. Если ваша цель водные прогулки, то добро пожаловать в район Боат-Джет. Вдоль живописного, заросшего бурной зеленью канала вы найдете множество гостиниц и заведений общепита. На берегу канала Вада Кэнал мы наткнулись на настоящий супермаркет с огромным выбором товаров. Необычное зрелище для данных мест. Там же неподалеку нашли офис Western Union, в котором смогли поменять деньги, и по соседству с ним вы сможете насладиться настоящим зерновым кофе. Цена на жилье в городе стартует от 300 рупий за сутки проживания. Ближе к выходу во внутренние воды городского канала по обеим сторонам пришвартованы прогулочные лодочки, предлагающие наперебой свои услуги. Тут вы сможете зафрахтовать шхуну на прогулку. Адекватная цена за час прогулки не должна превышать 500 рупий. За 1500 рупий мы нашли прекрасное судно, на котором совершили незабываемое 3-часовое путешествие. Нашего капитана звали Раджа. Он оказался потомственным мореходом. Его лодка досталась ему по наследству от отца. В пассажирской каюте Раджа соорудил целый уголок, посвященный своему семейному бизнесу. Главное преимущество его лодки заключалось в узкой корме. Перед нами были открыты почти все каналы Алеппе. Капитан поведал нам историю о возникновении каналов и провел небольшую экскурсию. Выйдя из канала Боат-Джет, мы попали в большую заводь, по берегам которой виднелись современные индийские коттеджи. Капитан пояснил, что в этом районе располагается премиальный район города. Свернув в ближайший узкий канал, мы увидели новую Индию. Индию, где дорогой является река. Маленькие домики с лодочками, припаркованными у берега.
нависающие пальмы, несвойственная тишина и спокойствие. Обязательно попросите зайти в маленькие каналы. Мы проплывали мимо повседневной жизни этих островитян. Женщина стирает белье, мужчина моет голову, стоя по грудь в воде. Ребята ремонтируют свое каноэ. На открытой кухне готовится еда. И местные жители все это делают, не обращая внимания на туристов. Капитан показал нам рисовые плантации. Местность весьма колоритная. Зайдя в очередную крупную заводь, мы сделали остановку на искусственном острове, где была развернута торговля свежими фруктами и напитками. Следующая остановка нашего путешествия был обед. Раджа завез нас в рыбацкое кафе, где нам подали огромную порцию тали на банановом листе. Заботливая бабушка-официантка, увидев, что я доел, подошла и положила еще одну такую же порцию со словами «Вы, наверное, не наелись». За столь немаленький обед на двоих мы отдали 250 рупий. Выйдя во внутренние воды, мы смогли оценить глобальность этого озера. Раджа с гордостью сказал: «Это все пресная вода», и действительно гордиться ему было чем. Озеро настолько огромное, что северный берег был далеко за горизонтом. В этих водах вокруг нас неспешно плыли куда-то сотни лодочек, хаусботы, рыбацкие шхуны. Над водой летали цапли. Трехчасовое путешествие дало в полной мере насладиться этим сказочным местом. Еще один распространенный тип туров, характерный для Алеппо, это аренда хаусбота. Хаусбот – это прекрасный вариант для небольшой компании. Представляет из себя плавучую гостиницу. В вашем распоряжении оказывается собственная каюта с кондиционером. У вас будет повар и прислуга. Арендуется от суток и более. В тур будет входить прогулка по озеру плюс питание. Цена такого приключения от 7000 рупий. Также существует возможность аренды каноэ по цене 500 рупий в час. Есть подозрение, что можно найти каноэ за такие же деньги на более долгий срок аренды. Для бюджетного путешествия можно воспользоваться водными трамвайчиками, но тут стоит быть готовым к спонтанным ночевкам на отдаленных островах. Цена за билет 7 рупий. Если предварительно составить маршрут, может получиться интересное путешествие. Город Алеппо оставил массу приятных эмоций. Место необычное и запоминающееся. Будете в штате Керал, обязательно посетите местный бэквотерс. Добраться можно на поезде из Тривандрум, Варкала, Кочи и ближайших городов на ветке.